Друзья, сегодня суббота. Павёныч решил выйти в эфир. Раз, два, три. Я заодно проверим, что у нас со звуком. Не знаю, что будет. Посмотрим. Сейчас я переключусь. Так, сегодня тема F1. Фавёныч здесь. Так что все в силе. Обсуждаем, поговорим о разных вопросах. Заодно проверим, посмотрим, поговорим, что произошло за эту неделю. Что я записал. Ну и ваши вопросы. Напишите, кстати, как слышно. Что-то у меня ерунда какая-то с микрофоном. Я сейчас опять понастраивал, но почему-то правая шкала у меня молчит. Не показывает, что микрофон работает. Странно вообще. Хотя вроде все настроено, все хорошо, но в общем, как обычно. Сегодня у нас, видите, вот в этом углу надпись F1. А в этом углу у нас ссылка на поддержку. У меня сдох аккумулятор от iPad, на котором я все работаю. 6 лет на нем работаю. Все, теперь он уже полдня не хватает. Даже смонтировать ролик не хватает. Так что, кто хочет поддержать, может отправить на... Ну, у меня вот с этой стороны, там, на пейзаже, да, ну, в принципе, туда можно отправить. Кто смотрит с телевизора, ну, соответственно, вот для вас вот эта штука. И под описанием тоже я потом сделаю донаты. Хотя, в принципе, на самом канале тоже есть настройки. Можно... Сейчас покажу, где это. Так. Если открыть мой канал, вот здесь вот, когда открываете канал, то у меня там, в принципе, все есть в описании. Так, интересно, он откроет YouTube еще раз? Мне даже интересно. Или нет. Или, может, не откроет уже. Сейчас посмотрим. Я себя вижу в двух экранах. Интересно. Подтормаживает немножко. Оборудование старое, камера старая, телефон тоже вчера облака стал пускать. Я первый раз такое видел, что реально облака. Сейчас посмотрю, где вот нажимаю на мой канал. Так, это пользователь. Это не то. Где канал-то, как найти? Вот. Наверное, да, мой канал. Интересно, он сейчас запустит еще дважды. Вот мой канал. И в принципе, если вот здесь описание есть о канале. Вот здесь ссылка на Donation, кто с крипта на эфир. Ну и вот здесь вот в описании канала, я не знаю, видны ли вам картинки, если вы смотрите за рубежа, картинка видна. А в России почему-то вот это все не скрыто, не работает. Но вот это вот Donation Alerts, в принципе, тыркаете сюда и попадаете на помощь Павионычу. На помощь! На помощь! Ну и, соответственно, здесь там любые способы. Ну вот, тут видите, 99 рублей можно перевести, можно написать, можно анонимно ответить, можно текст. И у меня там что-то будет загораться, короче. Короче, будет загораться, что-то показано. И на экране мы увидим, кстати, никто еще не отправлял. Кто будет первым, даже интересно посмотреть, как это работает, потому что я ни разу этим не пользовался. Поэтому будет интересно посмотреть. Почему F1, друзья? Меня тут спрашивали, Курочкин спрашивал, почему F1, и Виктор писал, там F3 надо, Фавион, там X3, все дела. Очередная смена канала. Ну, F просто, не знаю, как-то так. С одной стороны хорошо, с другой стороны просто, но заодно я хотел бы от вас получить комментарии. Что делать? У меня тут мысли были LW опять ввести, переназвать. Ну, в общем, не то, что я выхожу из сферы деятельности фотографии. Нет, не выхожу, конечно, но это одна из частей моей. То есть это не все, что я занимаюсь. То есть, если говорить про звуковые системы, я бы там по звуковой системе сделал бы какой-то канал. Или по системам восприятия, там, по каким-то исследованиям. Ну, я не хочу делать это разные каналы. Хотя у меня был опыт, друзья, я создавал «Вот и мой» канал. И, кстати, пару видео на этом канале с этого сделаны. С «Вот и мой». Через «и» пишется. Ну, там можно «Вот мой и», я там по кругу делал на тарелочке, посмотрите. Сейчас пригласим. Кстати, по поводу телеги. Значит, многие сейчас получили уведомление, что телега позволяет блогерам зарабатывать, поэтому они сделали платные каналы. Я пока это не делаю, но я думаю, что мы с вами, друзья, обсудим, как нам сообщество вырастить Фавионыча, увеличить количество Фавионычей.
до неприличного количества. Как живое все, знаете, как недавно теорию такую прочитал. Очень интересная теория, что все организмы, все, что живое, как бы это является частью, вместилищем для просто системы репликантов, репликации. То есть живое это принцип репликации. То есть вот Фавеныч тоже будет реплицироваться сейчас везде. Повсеместно в сферы, среды. Поэтому вот на моем телеграме, кто не знает, есть закрытая группа. Такой же значок, можете Фавеныч набить, можете, ну, Фавеныч набьете. Ссылки у меня там есть на канале. Поэтому я вот думаю, что там какие-то скрытые, может быть, интересные закадровые вещи выкладывать, наверное. Сделать какую-то символическую подписку, я не знаю, там за $1 там, или за $2. Напишите в комментариях, потому что хочется как-то такое сообщество сделать компактное, кроме тех людей, которые меня, конечно, поддерживают, те люди, которые хотят углубиться в процесс познания Фавионыча, да, что он творит в этом мире. Поэтому, да, наверное, скорее всего, я это сделаю, но хочу посоветоваться с вами, конечно, в первую очередь, потому что Шапик тот же самый тоже удивился, что когда сделал, у него там сразу там 100 человек подписались, он там, по-моему, 1 евро сделал подписку, что-то такое. Ну, я делал Patreon, у меня был эксперимент 2 года, по-моему, с Патреоном, ничего он не дал абсолютно, поэтому Patreon я грохнул, хотя у меня там иногда в каких-то видео даже остались ссылки, где можно найти ссылку на мой Patreon, я там сделал 3 разных градации подписчиков, поддержки. Но, честно говоря, это в основном в Америке популярно. У нас оно как-то не зашло. Но, во всяком случае, у меня ничего не получилось. Поэтому, друзья, все вместе сами сделаем. Я тут записал ролик по Кнерпсу. Почему? Потому что, как вы знаете, я, правда, не собрал еще видео, где я записывал грозу, пытался записать. Но, забегая вперед, скажу, что 300 кадров я сделал. Поскольку светло, фильтра у меня не было сильного, поэтому я сделал 300 кадров с постоянной съемкой. В результате ни из одного этих кадра не попала гроза. Поэтому, в отличие от Алани, где я поставил 30-секундно, и там гроза достаточно часто, и у меня несколько кадров с молниями получились. Причем, кто снимал молнии, знаете наверняка, друзья, что молнии снять очень сложно, без специального оборудования. Плюс все равно из большого количества кадров вы можете выбрать какой-то, который получился. Но другое дело, что... Что-то у меня сообщения тут есть, а я их не вижу почему-то. Опять, наверное, спам какой-нибудь. Да. Ну, бывает, сыпется тут спам. И, кстати, друзья, благодарен вам за комментарий, который вы делаете. Но, кроме всего прочего, я бы очень попросил подписчиков, которые постоянно меня смотрят, не писать какие-то гадости, во-первых. Потому что я буду удалять, если будете писать. Во-вторых, какие-то неприличности, если пишете. Ну, Фавеныч посчитал, что неприлично, значит, удалил и все. Банить не буду, но удалять, пока есть силы, буду. Поэтому не пишите гадости. У нас канал не про это. О! Фотопрофиль 71, Расоник. Ты где? Вернулся? Я, кстати, заходил на твой телеграм, мне понравилась фотография. Единственное, я не увидел разливных лугов, не увидел там крестов древних, еще какие-то, или просто еще не, все в стадии готовности. Я тут сам пока ходил в жесткую жару, снимал стрит по городу, да, все вот видите, природу снимают, уезжают куда-то. А Фавеныч, наоборот, не ищет легких путей. Ходит по 10 километров по городу в жару, без зонтиков, с ультрафиолетовой защитой. Так что вот такие дела. Так что вот. Да, в общем, работаю. Понятно. Не, ну в такую погоду можно работать. Тут такие ураганы были. Ураганы, дожди. И я, кстати, записал этот ролик по зонтику не только для того, чтобы сделать какую-то рекламу. Просто мне изначально, вы знаете, что я записываю, мне никакой поддержки не оказывают производители. Никаких денег не платят. Поэтому я записываю только о тех предметах, о той технике, которая мне самому нравится. Поэтому не думайте, что мне кто-то там что-то дал, или что-то подарил, или дал в долг, там, чтобы я протестировал. Нет, я, собственно, на свои деньги все это делаю, поэтому, поскольку постоянной работы у меня нет, единственный доход, его нет, собственно говоря, практически. Поэтому кто это понимает, он, в принципе, знает, да, кто меня поддерживает, понимает, что все эти поездки, они очень сложно даются для человека, который не имеет постоянной работы. Поэтому, в общем, вы знаете, что делать. Что, из Борск не получился, с женой был, сам понимаешь. Понимаешь?
Ну, здесь даже не только дело в жене. Дело в том, что вы знаете, что если отправляется группа фотографов, то уходит то чувство, то та атмосфера и та мысль, я бы сказал, которая витает в процессе. Кто смотрит мои ролики внимательно, знает, о чем я говорю, о состоянии осознанности, о состоянии подготовки к принятию объектов, неком таком поле. Поэтому даже два человека хорошие, настроены, да, то есть они все равно расталкивают реальность и сдвигают вот это четвертое измерение, его нету, как бы оно не открывается. Поэтому даже два человека сонаправленные, сорезонансные, это редко бывает, когда совсем резонансные, это уже мастер-ученик такой высокого уровня. Поэтому, да, два человека это уже не когерентная система излучения, два источника, они не могут быть когерентны. Поэтому снимать только один. Именно поэтому, друзья, вот здесь справа висит F1. Почему я не сделал F0, F3, F9, там слон F4, конь F4, да, F3. Нет, я не стал это делать, я поставил 1. Хотя изначально F1 ассоциируется у большинства людей, первое, с гранатой F1, во-вторых, это Формула-1. Но я надеюсь, что мы это изменим вместе с вами. И будет здесь что-то другое. F1 это Фавионыч 1. Или там напишите фотография номер 1. Там фото 1. Феноменология 1. Философия 1. Там, давайте в комментарии напишите, какие еще версии названия канала. Все обсуждается. Поэтому это пока все эксперименты, и к какому-то пониманию конечному мы не вместе, надеюсь, придем. Но пока вот было сначала Фавионыч, стало F, теперь F1. Я боялся, что F, когда переименуюсь Фавионыча, меня там положат на плинтус YouTube. Но этого, к счастью, не произошло. Более того, друзья, я в предыдущей трансляции рассказывал, как я делаю переводы на разные языки. Так вот, друзья, несколько роликов из последнего эксперимента, последние два, по-моему, переведены на порядка 20 языков. Зулу, французский, немецкий, там африканос, иврит, идиш, там чего только нет. Я освоил эту технологию, научился, как это делать, как исправлять субтитры, переводить их потом на разные языки. Поэтому, друзья, если кто-то меня смотрит, обладающий другими языками, знающий еще какие-то языки, друзья, попробуйте, посмотрите эти ролики с субтитрами. Там есть и китайский, и японский. Посмотрите, насколько корректно система перевела, поскольку я на русском языке субтитры исправил, но там нельзя сделать так, чтобы предложения отделялись. Я пока не научился. Поэтому мне бы хотелось, если вы владеете этими языками, там и арабский есть, и даже редкие языки там с такими иероглифами, которые я даже не понимаю, и корейский тоже, поэтому китайский, соответственно. Португальский, испанский, итальянский, греческий, турецкий, там много языков, поэтому занимает это у меня много времени, поэтому люди, которые смотрят видео, они иногда не понимают, что там блогер ничего не делает, кнопки нажимает, ходит там, что фигню, да. Ребята, вы не понимаете, сколько часов это занимает, а большинство блогеров этими переводами и монтажом не занимается, поэтому у меня сил все меньше и меньше становится на какой-то серьезный монтаж, хотя я не считаю, что это супер монтаж, но все равно это 5 дорожек, там разные, там, да, кто-то там с одной дорожкой справиться не может, тут с 5-6, плюс какие-то переходы, и плюс, конечно, вот что касается субтитров, пока это в автоматическом режиме, конечно, можно это сделать и платить, вместе там платить, я не помню сколько долларов, чтобы перейти на платную подписку, чтобы автомат это делал. Но, во-первых, автомат за вас не исправит ваши ошибки, поскольку, когда вы говорите, даже в качественный микрофон, кстати, как слышно, хорошо? Напишите, все равно не получается так. И в результате, когда вы запускаете субтитры, вы видите, что титры идут совсем другие. Так, начинается. Фовиван and Mart. Ну, во-первых, могу сказать, почему я стал упрощать. За то время, сколько существует канал, с 2017 года, да, ну, там, активно с 2019. Первое название было List and Wave фотографии. Людей, которых я встречал, даже англоязычных, они не могли это запомнить, во-первых, не могли даже, извиняюсь, чешется нос чешется, к чему?
не могли записать. Потом я упростил, встретив одного из компьютерщиков хорошего уровня, я у него спросил, можно ли сделать русскоязычный такой Фавионыч, ну, по аналогии, как бы, Фотоныч сделал Фавионыч, он нормально сказал. Ну, мы запустили этот проект, посмотрели, в принципе, да. Но, как оказалось, Фавион, даже из тех фотографов, которые работают профессионально, они не знают, что Фавион. Даже с японцами, я уже пример этот приводил, что японец, который живет в Японии, не знает, что Sigma выпускает Фавион камеры. Поэтому все это тяжело стало. Плюс, даже когда я сам забиваю на телефоне название Фавионыч, да, люди неправильно забивают Фавионыч, Фовеоныч, там Фовионыч, там, ну, в общем, никак это не запомнить людям, никак. Поэтому у меня, друзья, когда я вот здесь вот включаю, у меня, видите, два QR-кода стоит. Я уже с QR-кодами сам уже пользуюсь им. Почему? Потому что на QR-код наводите, и можно хоть как-то люди камерой перейти на мой канал, найти. То есть это реальная проблема. То есть это нет проблемы у каналов, которые называются просто. Например, А4, да? Влад Бумага. А4. Просто же, да? Самое главное, что это на английском и на русском. Это просто все. Вспоминайте названия простых каналов, которые, ну, известны. Напишите в комментариях. По той же причине я стал упрощать. И, например, если назвать F канал, да, то есть, а если сказать, что русская F, то вы увидите, что каналов F, ну, практически нет. В поисковых системах она не ищется. Но мой канал тоже не ищется. Более того, я посчитал, что все-таки должна быть какая-то система, кроме русской буквы, поскольку англоязычный поиск, он основан, ну, понятно, что на всех языках, но все равно англоязычный предпочтительный. F-аналогов нет, как бы. Ну, греческий можно сделать, там, какой-то фи, еще что-то. У меня была мысль делать FI, да, ну, вот палочка такая, да, вместо этого. Но, в общем, мы это все обсуждаем. Поэтому должно быть простое название. Плюс логотип, который мы с вами вместе выбрали, да, спасибо вам за то, что поддержали. И логотипы действительно получились нормальные, я их прорисовал в разных цветах. Оказалось, что, ну, как я и задумал, там существует и компас, я их использую как стрелочки. Показываю, что можно это использовать. Ну, давайте перейдем, покажу, в чем мы будем. На мою рожу смотреть, сейчас покажу. То есть можно использовать как навигационные вещи, плюс вместо буквы F, о чем мне хотелось, чтобы этот логотип был, да, чтобы системы YouTube и все остальные поисковые системы, которые сейчас объединены, они съели его и как бы распознали, что это канал. Ну и к моему удивлению, конечно, аккаунт все поменял, и все картинки. Оказалось, вот недавно был запуск телескопа Webb, да, в который я уже говорил, что сделал совершенно невероятные фотографии. Я, кстати, об этом даже записал, но в ролик не стал вставлять по стрит-фотографию. То, что фотографии, которые Webb первый прислал, это бомба вообще. То есть я думаю, что в ближайшие несколько месяцев будут открыты совершенно новые объекты. Плюс я уверен, что мы увидим еще несколько сотен открытых черных дыр, как минимум. Поэтому эти объекты видны в этот телескоп. Он работает в разных диапазонах. И, кстати, в курсе можете посмотреть, на каких диапазонах частот работает этот телескоп. И, ну, там начали с туманности, но самая убойная фотография, я показываю ее, друзья. Это, сейчас переключится компьютер. Это фотография скопления, где массовое количество скоплений галактик. Понятно, что свет отстает там на несколько сотен тысяч, наверное, миллионов лет, поэтому это находится очень далеко. И, собственно говоря, мы видим прошлое. Поэтому Фовистар. Ой, слушай. Напоминается, ну давайте тут, что там, как там было, Стардаст, еще что-нибудь. Фовиджан. Фови Габани. А Фови Габани это что имеется в виду? Фови Габани, расшифруйте. Переведи. Расоник, переведи. Фу. Да. Так вот, по поводу стрит-фотографии, я решил разбить его на два ролика. Посидел тут, видите, пока ходил. Мне, оказывается, седые стали эти бока. Я никогда не замечал. Думал, что просто светлые. Посидел, пока тут снимал, без зонтика. Так вот, я разбил на две части, потому что многовато. И по моей статистике, все-таки
особенно молодым людям, тяжело удерживать внимание больше там 5-7 минут. Поэтому мой формат 15 минут, он плавно перетекает в меньшее количество минут. И, кстати, от ваш комментарий я понимаю, что моя аудитория готова слушать и больше, да, и есть, я смотрел, и по трансляциям люди сидят там по полчаса и больше. Но я все-таки решил расширить и углубить, как я говорю. Поэтому ролики постараюсь так более динамично делать. Понятно, что это занимает в разы больше времени и требует ну, совершенно другой компетенции влогера и подготовки, и при записи. Поэтому здесь очень много тонких факторов, которые просто модно. Фови Габани. Ну, на итальянский... О, переключился. Сейчас покажу вам, друзья, чтобы не быть голословным, что, о чем я хотел показать-то. Ой, по поводу панели, да? И нет, не по поводу панели. Не по поводу панели. Я хотел вам показать, во-первых, то, что у меня получилось. Посмотрите, кстати, во Фликере. Я сегодня выложил фотографию. Ну, во-первых, вот это. Ну, она заставкой стала сейчас к предыдущему ролику. Я делал на коникуме 0, а интересно то, что здесь стекло такое, изогнутые арки они сделали с оранжевым стеклом, и на них там листья, все дела. То есть это такой достаточно интересный арт-объект получился. А самый прикол, что я увеличиваю, это кроп от матрицы, от коники 6 миллионов, то есть это разрешение там, ну, совсем маленькое. Вот, кстати, можете посмотреть, 8 миллиметров фокусная, но это, видите, он не написал эквивалент там 38 получается, или 36, потому что матрица четвертьдюймовая на этой фотоаппарате, но тем не менее, видите, какой-то арт с фотоаппаратов невысокого разрешения можно делать. И вчера, кстати, отличный блогер Олега записал видео про то, как ему подписчики скинулись на камеру, и он купил SL1 Canon, это модель 2000, по-моему, я не помню какого. Ну, короче, 10-15 лет камере, цифровая камера, нет, 6-й год, вру. Ну, что-то такое. Короче, 18-миллионная зеркалка со старой системой еще, медленная, но он говорит о том, что люди упираются в качество камеры, и современные камеры говорит о том, что это просто сервис и удобство. Это никак не связано с артом, никак не связано с качеством самих работ. Поэтому, друзья, никогда не упирайте на характеристики, а просто вот хабитат у меня называется. Это среда обитания, можно сказать. Такое, видите, созвучное. Хабитат, среда обитания, обитание, обитат. Так что, да. По поводу логотипа, ну вот вы видите, здесь он, видите, какой красный цвет, но видов было много очень. Больше всего, сейчас, кстати, мы посмотрим с вами, кто за что, кто больше всего проголосовал, за какие логотипы. Ну, вот этот в HDR сделан. За него, видите, 34 понравилось из тех людей, которые смотрели. Но здесь что особенность? Ну, здесь желтый и фиолетовый и красный. То есть вообще в идеале, если говорить о черной дыре, то вы знаете, что вот эта часть в одну сторону вращается, а это в другую. Поэтому это в четырехмерном измерении вот такая вот фигура Гаргандюа. Но Торном, кстати, это все описано. И одна часть, которая ближе к нам, она должна быть цвета, по-моему, фиолетового, а другая красного. Я не стал делать симметричную. В принципе, вот так и должно быть, как компас, да? То есть одна часть одного цвета, а другая часть другого. Но я пока не решился на это переименование, да? Фликер по функционалу может заменить инсту. Смотря что вы имеете в виду, если вы рассчитываете, что во Фликере, во-первых, нельзя сделать Reels, нельзя сделать короткие видео, это не приветствуется. Но если говорить про качество картинки, о чем записаны мои ролики многочисленные, никакая инста даже в ближайшем будущем никогда не приближится к Фликеру, потому что Фликер позволяет вам сохранять любое разрешение. Вы можете сюда загрузить фотографии. Я загружал 130 мегабайт размером фотографии в ТИФе. Попробуйте это сделать в инсте. В инсте это все пережато, так же как в Фейсбуке. Вы никак не сможете загрузить хорошие картинки. Что касается индексации, у Фликера есть мощнейшие инструменты, но для того, чтобы изучить, нужно как минимум посмотреть все мои ролики о том, что такое Flickr и какие поддержки, с какими платформами он работает, да. Люди даже деньги на нем зарабатывают. Но это слишком глубокая тема, я о нем записал множество роликов. В принципе, если кто ищет, тот всегда найдет. Что касается инструмента для массового
пользователей Flickr таковым не является. Хотя пользователи того же самого Flickr, если мы откроем сейчас Explore, да, я об этом записывал не одно ролик, что основная страница, так же как и большая главная страница в Инстаграме, это Explore каждый день. Вот сегодня на первом месте вот такая девочка, наверное, из Индии. В Инстаграме вы открываетесь для всего мира, так же как и Flickr открыт для всего мира. Но Flickr смотрят люди, которые интересуются в первую очередь качественными фотографиями, качественными работами, авторами. Ну вот, например, Аурелиан, достаточно известный фотограф уже во Flickr, в топе, да, он сегодня на первой позиции, 15 900 просмотров на 12 часов. Нужно понимать, что 7 часов открыто было. То есть сегодня суббота, к вечеру можете не сомневаться, здесь будет больше 50 тысяч просмотров. Но это не 50 тысяч просмотров девочки, там, мальчики, инстачики. Это 50 тысяч просмотров будет фотографами. Поэтому сами решайте, интересен вам Flickr или нет. Ну или, соответственно, людьми близки к индустрии фотографии. Это агентства всевозможные, это журналы самые известные фотографические. Это все сообщество. Если вы изучаете тему фотографии на уровне мировом и смотрите фотографических блогеров, на которых я тоже подписан, топовых, да, там Томаса Хитона, там МакКиннона, там, ну, я про них записывал, у меня есть ролик отдельно, забейте или посмотрите мой плейлист, Landscape фотография, кто они, фотографы, Flickr, там они все топы есть. Поэтому вы можете понимать вообще, что это. Поэтому, что касается запрещенной в России Instagram, Facebook, могу сказать, что я ее закрыл в январе месяце, с начала этого года, до еще всех этих событий, потому что я увидел статистику, увидел, что 6-8 лет потрачены просто впустую абсолютно, влито туда денег еще, ну не так, что сильно, но в принципе уже было. Поэтому, а результат абсолютный зеро. Поэтому я не вижу продолжения в этих сетях никакого. Даже увлечение Цукерберга и метаверсом я занимался плотно 3 месяца, 4. У меня там созданы комнаты, у меня есть там работы выставлены в NFT. Но, честно говоря, я пока не думаю, что мир к этому готов. То есть, несомненно, это будет развиваться, но в Инстаграме и во Фликере я не верю, что что-то там произойдет с этими компаниями. Скорее всего, там будут другие главенствовать структуры. В принципе, они уже есть, я про них видео записывал. Если хотите, посмотрите мое видео, 2 видео и трансляция про NFT. Значит, что касается Фликера, это Димон М. Ответ. Значит, могу сказать, что переходы и индексация Flickr, поскольку хранит свои все источники, фото, видео, теги, все остальное хранит на серверах Amazon, я об этом тоже записывал, как они переходили на Amazon и почему там 2 года назад Flickr изменился полностью и он стал индексироваться во всех гугловских системах поисковых, крупнейших, не только Google и Yahoo. Поэтому по запросам, ну, можете сами проверить, вбить во Flickr, вбить в Google, посмотреть, что будет высвечиваться. Я вас уверяю, что никакой Инстаграм и Facebook даже близко не стоит, поскольку если сервера общие, вы должны понимать, что индексация в первую очередь, если вы забиваете в Google, но если вы не пользуетесь всякими Яндексами, там, какие там еще были у нас поисковые типа системы, то есть я говорю о серьезных поисковых системах с искусственным интеллектом, так называемым, со сложнейшими алгоритмами предложений, к которым относится в том числе и YouTube. Ну и вы должны понимать, что YouTube, Google это все одна тема, Amazon. Та же самая Fagma, да, ну сокращенно, да, Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft. Это все одна единая система. Но тем не менее приоритеты, конечно, в первую очередь у Google, потому что капитализация его абсолютно запредельная. Что касается Explorer как инструмента, могу сказать так, для начинающих пользователей, у меня вот недавно тут даже родственник какой-то зарегистрировался, вырастить во Flickr можно, быстро не получится. Я об этом записывал видео. Если вы супер крутой фотограф и сможете там в течение там как 2 месяца, как Сергей, если смотрит, будет смотреть, он подтвердит. Он выбрал стратегию четкую, раз в 2 недели, раз в 3 выкладывал фотографию, заходил сразу же в Explore,
даже без подписки, хотя про подписка дает совершенно другую ранжировку в вашем фото, и вы стабильно будете раз в 16 дней попадать, если будете заниматься фликером каждый день. Все это пройдено, Димон, по поводу Пинтерестов. Я этих фирм, я все эти 500px, я их там десятки перепробовал, это было до фликера все, друзья. Поэтому каждый выбирает, что ему нужно. Мне интересен фликер, поскольку я вижу возможности. Есть еще Арт, Люксарт или как там. Я все это пробовал, у меня там аккаунты есть, что-то даже я выкладывал туда эти работы, поэтому... Дело на самом деле в том, что есть такое правило негласное. Если вы занимаетесь этим и посвящаете, как я, практически все время, то рано или поздно, вот представьте себе ваше количество времени, сколько вы должны в день потратить на то, чтобы посмотреть ленту Explore, отметить и написать комментарий. Потом то же самое сделать, пролистать Instagram, Facebook, Patreon, что у меня там было еще открыто, Twitter, который у меня был, Telegram, все остальное. Вы поймете, что суток вам не хватит на это. Поэтому рано или поздно вы приходите к тому, что у вас будет две соцсети или одна. Я выбрал это YouTube и Flickr. Telegram, поскольку это развивающаяся система с очень высоким приоритетом в поисковых системах, да, я об этом тоже записывал видео, что я не просто это голословно говорю, все я подтверждаю экспериментальным путем. И канал был создан для того, чтобы показать людям, что можно сделать во Flickr. На тот момент, когда я сделал канал, во Flickr русском ничего не было вообще известно. То есть я стал изучать алгоритмы, потратил десятки тысяч часов на то, чтобы понять, как это работает. И теперь точно могу сказать, что работает, что нет, как туда продвинуться. Об этом у меня роликов огромное количество записано. Что касается... О чем я говорил-то? Поправьте. Да, по поводу количества соцсетей. То есть вы должны уменьшать, потому что... про Telegram. Так вот, как оказалось, Telegram сам подтягивает. В отличие от Яндекса, в отличие от там, какие там Рамблеры у нас были, еще какие-то поисковые системы, Yahoo та же самый. Ну и назовите остальных, там множество. Я даже там другие, которые Fox, вот этот, как там, Firefox, масса, они на самом деле не умные системы, потому что, как оказалось, просто добавление без комментария, без ничего, ссылок на мой канал, ни один из этих Яндексов, Мейлов ничего не давало. Как только я написал какие-то вещи в Телеграме, без тегов, без ничего, эти системы сразу же подтянули и, соответственно, пошли переходы, причем не тех подписчиков, которые я знаю, а совершенно новых людей. То есть, о чем это говорит? Это говорит только о том, что эти системы четко интегрированы, что общий движок у них есть, и что они заинтересованы в том, чтобы вы как минимум продвинулись в этом направлении, как максимум стали зарабатывать деньги. Поэтому для меня сейчас приоритетными системами являются те системы, которые думают за вас. Если это тупая система, которую нужно кормить, показывать все, рассказывать, что я существую на этой системе, нафиг такая система не нужна. Это я вам честно скажу. Поэтому Flickr это система, которая работает. Все, что я могу сказать. Что касается алгоритмов, как это можно сделать, посмотрите видео. Но для начала, например, можно взять какого-нибудь фотографа, да, из известных. Вот, кстати, Памкин, очень интересный, кстати, Дмитрий. Я лично не знаком, но его работа впечатляет. Ну вот смотрите, есть описание, можете зайти на него, посмотреть. Во Flickr, когда вы создаете страницу, профиль, у меня записано все про Flickr. Как создавать профиль, как продвигаться, что делать нельзя, какие ошибки. Ну вот смотрите, видите, он GIF-Pro, то есть он не про аккаунт, то есть у него там до 1000 фотографий. Тем не менее, 1300 фолловеров, 690 он, 359 всего фотографий. Четко, абсолютно человек выбрал стезю свою. Это так называемый продукт фотографии, то есть предметная фотография, но она с натюрмортами. Астрахань, Россия. Все указано, видите, в описании. Подробное описание можно посмотреть про этого человека. Ну, давайте About посмотрим. Сегодня, видите, по фликеру спросили. Ну, ответим. Вот, смотрите. Что у него есть в описании? Ну, во-первых, шоу-кейс. Это то, что вы кейс, так называемый ваш кейс, ваше портфолио. Сюда можете выкладывать, что хотите. Дальше. Регистрация в 2010 году.
ссылка на сайт, соответственно, у человека есть сайт, у меня ссылка на YouTube канал, Facebook есть, Twitter, Pinterest, видите, тоже человек пользуется. Дальше, соответственно, мы смотрим 1,8 миллионов, но для 2010 года регистрация 1,8 миллионов это очень мало, друзья. 1300 тегов, 29 геотегов, 104 тысячи файлов, 23 группы. Ну, по поводу групп это отдельный разговор. У меня было 350 групп, сейчас меньше, по-моему, 30. Мне там снес Фликер, я об этом даже видео записывал, по каким причинам это сделано было для русскоязычных. Но самое главное, друзья, ну, во-первых, внизу можно написать, еще поблагодарить отзывы, да, ну, вот, например, здесь есть отзывы конкретных людей, которые пишут. Но это уже сообщество, это не... Хотя Инстаграм тоже называется сообществом, но я не считаю так. По моему месту в Инстаграм все-таки это какая-то такая мусорка. Ну, это лично мое мнение. Можете меня убеждать, переубеждать. Я не вижу какой-то... Для моего направления в Инстаграме ничего интересного нет. Хотя Инстаграм я вел очень давно. Я не знаю, я его закрыл. Ну, что-то там осталось. Понятно, что на серверах все это не удаляется. Дальше. Фотострим. Для тех, кстати, людей, которые не имеют доступа к аккаунту во Flickr, вы не сможете просматривать Flickr, если не зарегистрированы. Это первое правило, это правило безопасности. И благодаря этому Flickr, кстати, одна из самых безопасных систем социальных, поскольку никакие плохие комментарии там не проходят. Какие-то неправильные поведения караются жестко. Удалением аккаунта, страйками и все. Поэтому в этом плане это чрезвычайно дружелюбная среда. То есть гадости, я вот гадости тут раз в 3 года гадость какая-то приходит, я сразу отправляю жалобу, и человека просто грохает сразу же. Так что вот, альбомы. Значит, ну, альбомы я уже рассказывал, это для удобства пользования. То, что понравилось, это для того, чтобы искать свои вещи кому-то, что вам понравилось, вы что-то заметили, можете искать. Здесь все продумано до мелочей. Ну, дальше галереи. Это галереи, которые создает сам человек. Он может создавать галереи чужих работ. Система интегрирует, галереи стоят выше. Я об этом рассказывал. Ну и, соответственно, группа. Теперь, что касается статистики. Здесь статистику не открыть, да, его. Ну, теоретически можно открыть через программу вот, Social Blade. Я не знаю, Flickr будет открываться. Я, кстати, не пробовал. Но вообще там, по-моему, через YouTube только, да. Ну, вот моя статистика есть. Тут можете посмотреть, кому интересно. Забьете F1, посмотрите. Ладно, мы сегодня не про это. Я ответил, надеюсь, на вопрос на Flickr. По поводу, какую систему выбирать, вы сами решаете, что вы хотите делать со своими фотографиями. Если вы хотите просто их продавать, там по 2, по 3, по 10 центов, ну, для вас существует масса вот этих направлений, так называемых фотостоков, где все это автоматически все сделано удобно. Кстати, во Flickr, кто не знает, тоже можно продавать фотографии, потому что Flickr интегрирован с одним из самых первых фотохостингом SmugMug, который сначала Yahoo купил, потом Flickr, потом это все объединилось, соответственно, эти системы абсолютно интегрированы. SmugMug аккаунт у меня был сколько, много лет, он платный, профессиональный, где вы можете значит, выбрать, в каком формате вы продаете фотографии, каких размеров. Можете выбирать лаборатории, которые будут распечатывать в разных частях света с доставкой, без доставки. Я об этом записывал видео про SmugMug. Но я сейчас SmugMug забросил, потому что, честно говоря, не видел у себя направления такого, что просто как-то продавать какие-то фотографии. Более интересно, наверное, для тех, кто хочет продавать не за цент, а за сотни, за $1000, это все-таки NFT. Это OpenSea, это, как он называется, забыл уже, треугольный квадрат круг, все уже позабыл. С марта, в апреле месяц я посвятил NFT очень плотно, изучил все эти площадки, изучал крипту, все эти кошельки и все остальное, поэтому это очень захватывающе, интересно. То, что в будущем это будет очень сильно развиваться, оно уже развивалось, да, до уровня метаверса, до уровня галерей. Эти виртуальные галереи уже созданы, уже крупнейшие все производители фотожурналов, все там в этих галереях. Но это требует очень много времени. И самое главное, это усидчивость и, соответственно, четко абсолютно понимание, как вы действуете. То есть вы работаете на конкретную фотографию, нигде ее не выкладываете, нигде не показываете, выкладываете и пытаетесь там продать ее, ждете, пока ее купят. Плюс вложение денег, поскольку все это не бесплатно, это
каждое, каждое выкладывание, каждый подъем, каждый, ну, посмотрите про NFT, я все это рассказываю, там есть ролик. Сейчас уже их роликов множество по NFT, поэтому... Тем не менее, успешных в России и за рубежом фотографов, я про них рассказывал, которые продают за десятки тысяч долларов даже фотографии. Может быть, вы такой человек, которому повезет, и вы найдете в этом стезю. Значит, это что касается вот этого. Я хотел вам показать еще, что мы сделали с логотипом. Какие логотипы мы выбрали. Так, где у нас фотострим? Ну, кроме того, что это хранилище хорошее, да, большим объемом, в Pro аккаунте у меня не ограничено, поэтому у меня там 350 гигов, по-моему, загружено из 45 тысяч работ, ну и фотографии просто, которые я храню. Понятно, что туда не надо хранить там графики какие-то, Flickr не любит это делать. Кстати, ограничения я записывал по этому поводу ролик, что он ввел в этом году ограничения. Не открытых работ у неплатных аккаунтов быть не должно. Поэтому все работы должны быть открыты. Если хотите скрытые какие-то, как у меня, для работы, для каких-то других ваших целей, для архивов, тогда ставьте аккаунт про 70 с чем-то долларов в год, и будет вам счастье. Плюс будете интегрированы с Explorer совершенно на другом уровне. Так, ну вот, смотрите, здесь что у нас получилось? Вот это мне понравилось, но здесь всего 8 отметили ее, да. Светло-голубую, яркую 5 человек. Вот это, которую я выбрал, 8 человек, самая яркая, с красным цветом. Тем не менее, я ее поставил. Здесь 7, здесь 11, это уж хороший цвет. 21 фиолетовая, зеленая 9, 23 вот это яркая, и здесь 34. Ну, я принял сам решение, поэтому я выбрал яркую потом. Посмотрим, что будет дальше. По поводу названия, логотипов, я думаю, что все это рано или поздно все к чему-то сведется. По поводу обзоров и сравнений камер. Значит, просили меня тут, ну, я сделал. Это не лобовое сравнение, тем не менее, я всегда говорю, что сравнивать так же, как Hi-Fi и high-end системы, некорректно, если вы сравниваете, ставите одно и то же произведение. Это плинтусный уровень сравнения. Даже понятие так называемое слепого прослушивания, это все придумали абсолютные, ну, я не скажу, что идиоты, но люди, которые очень, очень низкого уровня восприятия. Об этом говорил и Кондо покойный, об этом говорили все великие создатели систем аудио, о том, что наше восприятие устроено таким образом, и, кстати, в школе и в институте преподавалось во всех книжках тоже так же. 99% информации, которую вы получаете не через ваши зрительные, обонятельные и там другие области. Это все находится внутри некой системы сохранения, памяти, как угодно назовите, там внешних каких-то. То есть это все продукт вашего разума. Так вот, фишка или фокус системы восприятия в том, что если вы где-то что-то когда-то видели и это слышали, да, то если вы один раз послушаете на системе, то второе прослушивание практически будет идентичное. Почему? Потому что нюансы восприятия ваших систем, внутренних органов, вы сможете отличить только на незнакомом материале. Кто с этим хочет внимательно познакомиться, можем записать какое-то видео или трансляцию, где я рассказываю, почему это так. Но уверяю вас, это так. То же самое с фотографиями. Если вы видите что-то абсолютно новое, новый ракурс, новый стиль, то это воспринимается ярко, это воспринимается и запоминается. Если вы видите какие-то абсолютно похожие на когда-либо что-то сделанное кем-то, то это не так ярко воспринимается, и плюс вы не сможете оценить, какая система, не то что лучше, какая система. Есть один принцип в high-end, это нравится, не нравится. Других принципов не существует, все остальные надуманные. Никакого объективного оценки творчества, фотографии, аудио и музыкальных произведений, искусства не существует, есть только субъективное. Поэтому все, что пытается наука, так называемая детерминистская наука или там дуальная наука, которая различает объекты и субъекты, она занимается
Всем чем угодно, но только не изучением вашего внутреннего восприятия. А это краеугольный камень в любой системе. Даже сама наука об этом говорит, и квантовая физика к этому наконец-таки пришла. И написано огромное количество книг, и Фрома, и кого там еще примеры привести, Бома Дэвида. Ну, их список огромный о том, что, в принципе, они пришли к тому же, что и буддисты давным-давно. Что без наблюдателя никакая система не существует. Так оно и есть. Поэтому что такое наблюдатель? Увидеть наблюдателя невозможно, но открыть возможности стать наблюдателем или увидеть истинного наблюдателя, об этом многие практики, тысячи книг написаны. Тем не менее, человек, который испытал этот опыт, с одной стороны, он не может его писать, так же, как Леоныч, как другие. С другой стороны, он понимает истинное мироустройство, как это все сделано и что это представляет. Описать словами сложно, потому что никакие языки не вмещают такие понятия. Это слишком... Ну, языки это все знаковая система, это все равно ограниченные очень системы для передачи знаний. В этом плане я всегда вспоминаю слова вот этого, когда Будда передал цветок, и с цветком знание было передано. Это, наверное, ближе всего подходит. Напишите, кстати, что вы думаете по поводу старых камер. И я об этом говорил уже много лет назад, что в связи с тем, что мы наблюдаем очень серьезные изменения деиндустриализации всего мира, многие в это не верят, но выглянув в окно, если вы ходите по улице, общаетесь с людьми, общаетесь с техникой, вы это можете обнаружить легко. То, что система упрощается, сложные механические системы, сложные электронные системы, они как бы деградируют, все упрощается. И это начался поток давно, друзья. Кто-то считает фотографии, что это началось после войны, так и есть, вот я лично приверженец этого. Деградация оптики, деградация всего, механики. С другой стороны, в электронике это тоже пошло. Я в этом плане пример привожу первые CD-проигрыватели, да, с арсенит, галлий-арсенит лазерами полноценными в супер дорогой механике CD0, да, от Philips, и современная система там DCS, которые имеют там в качестве транспорта тот же самый TIC RD стоимостью там несколько десятков тысяч долларов. И лучше это не стало. Поэтому здесь то же самое. В фотоаппаратах то же самое. Сейчас уже смотришь, они все примерно одинаково снимают. Что не скажешь, кстати, о смартфонах, потому что технологии вот этих линз, так называемого стекла атомарной структуры, на которой я рассказывал, да, еще много лет назад, Нобелевка за нее, в принципе, она сейчас идет. И планы в Sony, я Виктору благодарен за то, что он прислал эти планы. До 2025 года все смартфоны с тем уровнем, который Sony обладает матрицами, превзойдет любые камеры, которые выпускаются в розницу. Я имею в виду фотоаппараты. Это их цель, они это сделают. Так же, как не верили в 90-х годах, что цифровая фотография убьет пленочную полностью. Ну, в принципе, это произошло. Я не говорю, что пленочной фотографии большой формат не существует, и средний формат. Существует, да, но если вы внимательно посмотрите и посмотрите в том же самом фликере работы, да, которые связаны с пленкой и даже топовые, то вы понимаете, о чем речь. Это уже некий фетиш, некое коллекционирование и закрытое сообщество. Плюс вы должны понимать, насколько это дорого. Сделать большую фотографию, распечатать ее или там даже во Flickr тот же самый загрузить. Сколько стоит один кадр хорошей пластинки, ее обработка, проявление, и сколько времени это занимает. И сколько стоит оборудование для такого. Вы можете это оценить даже во Flickr. Что касается инструмента поиска, инструмента выбора техники, я об этом говорил, что Flickr это лучший инструмент, который существует, потому что вы в итоге можете оценить действительно любой инструмент, посмотреть, нравится вам такая оптика или нет, что вам нравится, что не нравится. Поэтому здесь возможности действительно мало ограничены, поскольку вы можете
в зависимости от того, насколько человек любит, а во Flickr в основном собираются люди, тем более в Explorer, те, которые любят фотографию, называйте ее ремеслом, называйте ее хобби, нажиманием спуска, как угодно. Тем не менее, вы можете увидеть, что люди, которые там присутствуют, они этим живут. Ну, можно так сказать. По поводу влога, друзья. По поводу влога могу сказать так, что... Давайте переключимся. Пока переключается, подождем. Работает, микрофон слышно. У меня, кстати, подтормаживает что-то машина. Ну, тоже старенький, как и Фавионыч. Но старенький это не значит, как там Терминатор говорит, но не бесполезный. У нас опять что-то почернело там. Ну и, кстати, кто фотографирует небо, наверняка заметили, насколько небо увеличилось в этом высоте. И недавно тоже посмотрел одного влогера по поводу Старлинка, спутников, по поводу, почему там столько сгорело. Действительно подтверждается данные, что размер атмосферы Земли увеличился чуть ли не в 1,5 раза. Ну, не знаю, насколько это верно, но то, что небо стало выше, например, я знаю, питерское небо низкое, да, но сейчас вот я удивлялся, я снимал тут, выходил, но полное впечатление, что находишься где-то на 30-й параллели, потому что оно настолько высокое небо, что нереально абсолютно. Я такое видел там в Турции, в Италии, в Греции, а здесь оно, ну, в Питере не бывает такого неба. Поэтому объяснить это с точки зрения просто, ну, можно, конечно, сослаться на искривленное восприятие, но это не так, потому что есть приборы, которые это регистрируют. Вы можете, фотоаппарат один из таких приборов, который может вам позволить. Плюс Flickr интересен тем, что это же весь мир, поэтому вы можете следить одновременно за тем, что происходит по всему миру. Я, кстати, у Уэба хотел показать фотографию вам. Пока не переключился, давайте посмотрим. Фотография бомбическая. И я, поскольку астрономией интересуюсь с того момента, как занимаюсь фотографией, то есть практически с 10 лет, поэтому могу сказать, что я, когда увидел первые работы, и во Flickr она была номер 1 недавно, 1 миллион набрала за сутки, НАСА выложил, сейчас я найду. Я предвижу, что до конца этого года будут сделано очень много интересных открытий. Это не вот такие фотографии, которые делают любители, или даже европейское Space агентство, да. Ну вот смотрите, да, вот такая фотография. Сделано это NIRSICAM, MIRI Image, Cosmic Rift of Carina. А теперь давайте посмотрим вот это. Сейчас мы ее найдем, эту работу. Вот она. Ну вот видите, как все весело. Уже 2 миллиона просмотров. Подробное описание можете здесь посмотреть. Я был на трансляции, смотрел там, сколько там всего рассказывали, показывали. Кто интересуется астрономией, мы сейчас перелистнули страницу совершенно других возможностей. Потому что Хаббл, хоть он модифицирован, там его исправили, это искажение, но вот это, конечно, это абсолютно за гранью. Эта часть космоса очень пристально изучается, поскольку в этой части находится некое такое понимание, можно понять время, можно оценить размеры и количество галактических систем вот в одной узкой части, да, их там очень много. Но самое поражает, конечно, это разрешение, во-первых. Во-вторых, это какое количество объектов удаленных низкой яркости здесь видны. Конечно, для плоскоземельщиков, наверное, это мало представляет интереса. Они будут рассказывать, что это картинки, которые там на куполе где-то нарисованы. Ну, это их проблемы, я считаю. Каждому свое, как говорят. Если вы интересуетесь космонавтикой, интересуетесь астрофизикой и вообще астрономией, то я думаю, что во Flickr вы найдете то, что в других системах вы не найдете. Потому что здесь, во-первых, выкладываются работы не только самих фотографов, которые находятся на космической станции, а большинство людей, которые там находятся, они все фотографы. И русскоязычные, англоязычные, и индийцы, китайцы. Они сами выкладывают с эксхифами, можете посмотреть, чем это снято. Поэтому я не люблю пустоболов, да, или как их называют, да, которые там, это все широкоугольниками, земля плоская, все широкоугольниками. Но что с ними разговаривать, друзья, если они даже эксхиф не могут открыть, не посмотреть, чем это снято.
Ну, живут на плоской земле, пускай дальше. Я же не обижаюсь на муравьев и на червей. Как можно на них обижаться? Для меня их не существует. Так, значит, по поводу макро, у меня был цикл, да, записи, но могу сказать, что макро действительно развиваться будет очень серьезно, потому что уже появилась возможность даже любителям делать микрофотографии, ну плюс оптика и оптика, которая в смартфонах, я думаю, что это направление будет очень серьезно развиваться. Какие, покажи фото. Покажи фото. Напишите, какие фото. Ну, кстати, вот, смотрите. Дима Бяков. Интересное место. Кронштадт я люблю. Площадь это действительно сакральное. Место очень такое тяжелое, потому что там куча народа расстреляна рядом в канаве. Можно почитать, но побывать там нужно. Собор восстановили, но собор внутри представляет из себя некий музей, поскольку там картины стоят, там, ну, тем не менее, вот люди даже, которые, по-моему, насколько я помню, Дима не из Питера, но, тем не менее, вот русскоязычный фликер существует, нужно только понимать, что интеграция с одно время давала, я рассказывал, что русскоязычные теги как бы давали плюс в поиске, а потом это стало минусом. По-моему, он с Нижнего Новгорода. Валдай. Поэтому изучать мир, если у вас нет возможности путешествовать самому, вы можете через Flickr. И эта площадка, ну вот, кстати, смотрите, какая картинка, да? Я бы сказал, что это телефоном снято. На самом деле это глубокая обработка фотошопом или чем-то еще. Canon EOS M50M2. А может быть просто старая камера, которая... Напишите в комментариях, кто пользуется CCD матрицами. Ну, здесь явно обработана она. Я думаю, что такая, видите, замылено все. То есть такое сниженное разрешение. Я не противник глубокой обработки фотошопа. Почему? Объясню. Объяснял не раз. Потому что в историческом плане эти работы не представляют интереса, поскольку, ну, сами понимаете, да, через 50 лет, даже через 20 лет, вот фотографии, которые я выкладываю, там видео, не говоря уж про видео 30-летней давности. Я тут 90-х годов выложил видео, мне тут написали люди ВХСом. Я говорю, да, ВХСом, посмотрите качество. С дурацким декодером, там переписано сначала на мини-DV, потом переписано на DVD, чтобы сохранить, потом обработано. Ну, в результате все равно передается. Но уже не так, как в исходнике, потому что люди гоняются за оригиналами, поэтому негативы оригинальные тех же самых пластинок, они стоят $1000, друзья, из известных людей. А их копии, которые во фликере, ну, они ничего не стоят. Хотя в варианте NFT, если вы предлагаете оригинал, как это сделал, как там у нас, кто у нас продал самую большую коллекцию за 60 миллионов баксов. Посмотрите мое видео, там все рассказано, показано. Так что вот... Во фликере много, конечно, мусора, и его там, ну, конечно, не 99%, но в Инстаграме там вот как раз 99,9% это мусора. Поэтому я не очень люблю, когда мусор загромождает, и вы ничего не можете найти. Здесь хотя бы и система поисковая, и плюс сам Explorer, он дает вам, отсеивает. Я уже говорил, что компьютерная анимация, там так называемая вторая реальность, фликером сейчас жестко контролируется, и этих работ очень мало помещается во Flickr. Одно время они там завладели, год назад, два. Ну, а потом все изменилось, поскольку Flickr это сообщество фотографов, и если зайти вот сюда, в Explore, то здесь есть замечательная вещь, как Flickr блог. Это живой блог, где можно писать, где можно обмениваться. Там же были совместно с самими разработчиками и исследователями открытые алгоритмы. Я об этом записывал видео на тот момент, когда мы поняли, как работает Explore, определили, что можно, что нельзя. Здесь достаточно много интересных и статей. И плюс есть в каждой группе, если говорить о... Это отдельный, кстати, сайт, Flickr блог, я сейчас его закрою. Если говорить о группах, да, например, давайте мою возьмем, да. Давайте покажу на примере групп, которые... Есть группа, которая выше по рангу, чем Explore. Если вы думаете, что Explore это вершина, нет, друзья. Есть закрытые группы, которые
Ну, кроме того, что группа от самих журналов, от агентств, от крупных, есть группы, которые, чтобы туда попасть, нужно, можно сказать, усраться с Explorer. Можно там 10 лет быть в Explorer, но в эту группу вас никогда не приглашают. У меня эти группы были, сейчас, к сожалению, мне отписались, но некоторые такие из топовых, в принципе, у меня есть. Ну вот, например, группа World Photography Day Contest, это группа, которая проводила конкурс. Раз в год вы можете одну единственную фотографию туда отправить. У меня, слава богу, там фотография какая-то вошла туда. Поэтому плюс, например, вот эта группа, которая рассказала, Transcendental, да, ну, крайне интересная группа, высочайшего уровня работы. Могу сказать, что плюс не только работа должна быть хорошей, но и сам человек должен быть интересен, поэтому попробуйте. И каждой группы есть, собственно говоря, в нормальной такой группе есть всегда дискуссии. Вот, например, лучшие фотографии 2020 года. Там, есть какие-то всегда... Да, ну, разумеется, такая группа всегда имеет закрытый код для подтверждения. То есть вы, если размещаете, то вы должны помаркировать и отметиться, и написать что-то про несколько других фотографий. Здесь, насколько я помню, 2 или 3 всегда. Но это стандартная система в таких группах. Группы вы можете искать в поиске. То есть, если вы какой-то темой интересуетесь, вы можете забить то, что здесь, и найти эту группу. Не буду сейчас приводить пример, но могу сказать, что это так. Но из моей группы, вот то, что я создал, да, я тоже думал, что это не пойдет. Оно одно время так болталось. Но сейчас, вот, например, по DJI Mavic Air 2S мной была создана группа. Я там особо как-то ничего не контролировал. Тем не менее, сейчас 20 человек здесь есть. Я практически ее сделал открытой. Ну и здесь можно посмотреть все работы, которые сделаны на DJI Air 2S. Или, например, группу, которую я создал по сепии, да, тоже не читал, но записал там несколько лет назад, что это тренд, и сейчас уже, видите, люди сами выкладывают, много работ. Администрация. Кто тут администратор у нас? Ну вот я тут написал, какие правила, можете выбрать правила, модерацию. Если у вас есть время этим заниматься, пожалуйста, вперед. Я знаю моих подписчиков и те, кто на меня подписан, меня добавляют, у них там некоторых по 10 групп. Ну, без роботов я вообще не представляю, сколько человек должен заниматься этим, чтобы добавлять какие-то фотографии каждый раз, когда я что-то интересное выкладываю. В эти группы что-то добавляется, что-то нет. Без вашего согласия понятно, что ничего не добавится. Поэтому это все очень... Ты рассказываешь про фото, которые мы не видим. В смысле не видим? Ёпарас это. Отлично. Молодцы, ребята. Ну, бывают такие казусы, что делать? Не переключился АБС. Слабая машина, конечно, да. Прошка бы уже все летала нормально, не сэкономленная. Air, конечно, безумно тормозит. И он просто не переключил. А можно было, да, если можно было отмотать назад, да? Потом так вставить, взять, отредактировать. Не, ну в будущем понятно, что такая система будет работать наверняка. Сейчас загрузится. Да, почему-то он, кстати, да, затупил-то конкретно. Хотя у меня разрешение ограничено, там 720p. Эти камеры Full HD, там все как должно быть. Да, тупит конкретно, конечно. Кодировщик перегружен. Попробуйте понизить настройки видео или использовать более быстрые настройки. Да уже понижено все. Уже некуда понизить. И паста поменена, где нужно. В процессоре. Память сюда не добавить, ее надо впаивать в эту модель. Неудобно сделано, конечно. Так, конечно, я в 2011 году, по-моему, купил, когда этот MacBook Pro. Я туда зафигачил сразу Corsair 16 гигов, поставил самый быстрый SSD там на тот момент. Самый быстрый.
И потом принес человек Z-ку нулевую. Ну, кто знает, что такое кастомный Mac, да? Ну, сейчас они миллионы стоят. Миллион, по-моему, стоит. И он эту пятнашку, эту миллион, за миллион рублей просто как нахлобучил, как детский сад. Потому что, кроме того, что память должна быть очень быстрая, а тогда это было, как там, DDR3, да, еще только была. Это сейчас там новое, еще быстрее. Плюс система стояла на внешнем твердотельном, да, то есть они на этой херне. Блин, я там запускал, помню, SSP, этот SPP сигмовский. Он просто там за 2 секунды открывался там. На обычных машинах, на любых там, хоть винда, хоть что там, он 10 секунд открывается только. А здесь так все летать стало. Ну да, не Full HD экран, но зато скорость была безумных просто скоро. Потом купил 2012 года, более-менее еще нормальный MacBook, а потом купил 13, по-моему, 13. Это была помойка полнейшая. Заэкономленная, все медленно. Короче, я там несколько месяцев попользовался, продал. Полная помойка. 15 был. А потом в 16 году вышел, когда iPad, вот этот Pro, я попробовал и все, понял, что MacBook Pro для меня это прошлый год, прошлая жизнь. Я уже ими не пользуюсь практически, только вот для трансляций. И то, в принципе, на iPad сейчас можно было трансляцию вести. Но единственное, что у меня камера здесь слабоватая. В новых-то нормальная. Ну, заработаю и куплю. Поэтому я не вижу смысла этих ноутбуков. Тем более, как показывает мой опыт, спина болит гораздо быстрее на прошке. Ну что, видно теперь? Нет, напишите. Рассказывай про фото. Давайте повторим. Повторим, да. Ну, давайте с Explorer начнем. Видно, да? А у меня контрольный монитор показывает, но я на него не посмотрел даже. Увлекся. Ну, мы сегодня смотрели Explore, посмотрели и посмотрели, послушали Фавионыча, да. Ну, значит, тема не та. Давайте тему сменим, друзья. Какую-нибудь интересную. Про зонд автомат поговорим. Почему я записал ролик про Книрпсы? Кто не знает, это первые автоматические зонты, придуманные в мире. Это компания Книрпс, австрийская. Фамилия автора, владельца. Сейчас они собираются в Германии. Я как раз был в салоне, который официальный представитель. А знакомство с Книрпсом было очень много лет назад, друзья. Там лет 15, больше, 20 назад. Первый зонтик, когда я купил жене. После этого я уже как-то не хотел ничего другого, потому что совершенно другого уровня и механика, и материалы. Но больше всего меня поразило, конечно, это современные зонты, которые с защитой от ультрафиолета. Это очень актуально. Одежда защиты от ультрафиолета набирает обороты, друзья. Ну, зонтики, видите, уже все это существует. Я уверен, что рано или поздно зонтик будет оборудован такими же материалами, как солнечные батареи. Кто смотрел мои видео про один из самых интересных проектов в парусном спорте, парусная яхта, это «Черная жемчужина». Я ее фотографировал, она здесь в Питере швартовалась. Это полностью электрическая яхта. Там, конечно, дизеля есть, но они питаются от парусов, которые представляют из себя солнечные элементы. Плюс эта яхта извлекает из ветра энергию, из света энергию. Еще только она извлекает. Совершенно невероятная вещь. Так вот, материалы и вот эти пленки солнечные, которые сверхтонкие, я уверен, что рано или поздно зонтики будут созданы, если не уже не созданы. Поэтому, друзья, давайте что-нибудь стороннее, надоело эта фотография уже. И в этом плане, конечно, вот новое, то, что они делали и в женских, и мужских, сверхлегкие зонты, 100-граммовые зонты. И, кстати, по камерам, да, то есть вот старые легкие камеры набирают популярность, и Олегас как раз купил не просто так SL1, 400-граммовая зеркалка. И, кстати, вот, Павел, сколько весит твой фотоаппарат? Сколько весит 780? Вот вес, например, смотрите, хоп, 115. Вы представляете, iPhone тяжелее весит, а тут зонтик 115. 115. Ну да, механика, но рано или поздно будут и автоматы, наверное, в категории тоже. Потому что если найдут способ изменить материал пружины, а пока это металлическая часть, если найдут материал, а не есть материалы, которые могут работать, ну, также углеродные, да, материалы. Ну, я рассказывал про 201 серию, показывал, хотя на самом деле там серий очень много. Это что такое? Это что такое? Так, ну это Knirpshop, потому что
Плохой магазин. Заходить надо не сюда, надо заходить на Гранд Багаж. Потому что там все правильно, и цвета правильно указаны. Напишите, кстати, друзья, понравился мой выпуск про стрит? Продолжим какие-то походы. Там Павел мне написал 80 дней вокруг света, да, следующее. Ну, 10 километров, в принципе, с камерой на жаре, как бы так. Ну, то еще путешествие. Хотя у меня было и по 15 километров на Крите пешком. Там, хотя на машине, там, и потом еще 15 километров пешком. Поэтому вообще пешком, как бы, это всегда очень экологично, во-вторых. Во-вторых, это полезно для здоровья, самое главное. Бугатти не будем смотреть такие более простые вещи. Посмотрим что-то хорошее. Так, где? А, кстати, мне он должен, в принципе, показать мои последние посещения. Женские зонты. Что, неинтересно про зонты? А мне интересно, например, потому что мы когда с Павлом снимали в Дорсе, мы говорили о том, что нужен кронштейн и специальные зонты. Вот эти квадратные зонты фото, они денег космических стоят. А купив вот такой нормальный зонт и придумав кронштейн, который в принципе мы уже сделали, можно любой зонтик, ну, понятно, что ты должен ветер выдерживать хорошо. И об этом я как раз записывал, что зонты испытываются на скорости 150 км в час ветер. И кто смотрел внимательно мои видео, видел, что там шквалистый ветер, я его даже не складывал, все, ничего нормально, ничего не поломалось. Так, ну здесь-то точно будет 201. Ну, кстати, второй вариант этого же есть вот такая расцветка Dual Love. Мне-то, конечно, очень понравилась вот эта Magna. Еще вот такая Verity J, тоже интересная расцветка. Они яркие очень. И самое главное, что реально там вот, я не помню точно, я не стал в видео указывать, на сколько градусов падает температура, но самое интересное, что действительно разница, когда вы под зонтом, это даже не 2 и не 3 градуса. То есть там четко чувствуется, как будто ты в тени. То есть гасится самый вот это жесткий ультрафиолет, и температура падает реально сильно. Поэтому, друзья, если у кого-то кто-то будет дарить кому-то, ну вот это, про эту расцветку тоже я рассказывал, записывал видео. Реально очень классная штука. Поэтому не просто так я сделал перевод на 25 языков, чтобы люди посмотрели, потому что многие даже не понимают, что такое существует уже. В реальности уже существует. Ну давайте Неви посмотрим. Мужской. 99 сантиметров, это большой зонт. Ну не огромный, есть там и 120, 130, там стрости те же самые. И тем не менее, вот самое интересное, 315 грамм, это в принципе немного. Вот я рассказал про испытания. А главное, что защита от ультрафиолета. Вот, кстати, здесь есть. Светоотражающие элементы, кстати, да. Так, а где про ультрафиолет? Ну, посмотрите видео, там рассказывал все. А, ну здесь ICAT стандарт 100. Ну, то, что я говорил. Но здесь в этом зонте ультрафиолета нету. Я там рассказывал про зонт как раз защиты 95% от ультрафиолета. Вы же на камеру одеваете ультрафиолетовый фильтр, да? Вы же понимаете почему? Чтобы матрица не сгорела просто. Нет наличия. Поэтому здесь могу сказать, что давайте это позакрываю лишнее. А то совсем все. Ну вот, например, да, давайте напишите, что будем искать во фликере, да. Кому интересно посмотреть. Какие темы или там какая техника вы хотите посмотреть. Вы знаете, что, например, первая цифровая камера была Kodak компании сделана? Kodak. Насколько я помню, она называлась так же, как самые лучшие источники профессионального звука. Kodak. Она же военная компания истребителей навигации. DCS, насколько я помню. И эта приставка, кстати, по-моему, была к Никону сделана. Вот она. Да. Вот видите, пожалуйста, вот вам образец. Хотите получить самое первое цифровое устройство? Вот вам, пожалуйста. Я имею в виду серийное и сделано на зеркальном уровне. Вот DCS 760 кодек.
Nikon D1 1990 года. На аукционах они бывают, появляются, вот эти приставки, поэтому их сейчас люди активно покупают, потому что, во-первых, это CCD, ну и во-вторых, картинка с этих устройств, она, конечно, может вам мозг снести, потому что многие считают, что сейчас все лучше стало, а когда вы видите картинки с этих устройств в цвете, вы уже начинаете сомневаться и начинаете спать. Поэтому, если опыта недостаточно, если вы застали только камеры десятых нулевых, если вы не видели старых камер цифровых первых, то тогда у вас может быть сдвиг башки как минимум. Если забыть о разрешении, но концентрироваться именно на цвете, концентрироваться на неких каких-то таких интересных, то вы можете обнаружить, что не просто так эти камеры стоили десятки тысяч долларов, друзья. Ну вот, у человека выложил, да. Во фликере все это можно. Или какие-то экзотические камеры, которые вы хотите найти, например, считаете, что это интересно для вас. Ну, давайте, например, что вбить? Ну, контекст, давайте посмотрим. Есть цифровой контекст компактный, очень интересный. И есть, ну, понятно, что классические контексы, которые вышли из компании Zeiss Icon, вы должны понимать, что это такое. Откуда контекст появился, почему Фавионович про них рассказывает, и почему Киев 2, 3, 4 это копия контекста. Соответственно, если вы этим интересуетесь, вы сможете обнаружить, откуда ноги растут после войны. Ну и с другой стороны, если вы интересуетесь современными контексами, которые уже не контекст как таковой, ну вот, например, цифровые и аналоговые вот этой серии контекста крайне интересные и крайне дорогие даже на вторичке. И иногда за ними очередь на вторичке, на eBay. Иногда некоторые модели уже продают за $1000 бэушные. Ну и кроме того, у контекса есть дальномерники легендарные, которые, ну и пленочные в том числе, которые не устаревают, и так же, как и Leica, после того, как они сняли последнюю пленочную камеру, подскажите, какая? Семерка? После этого все закончилось, и теперь вторичка правит бал. Вот, кстати, Context T, очень интересная камера с выдвигающимся объективом, до сих пор популярна, и за нее просят хорошие деньги. Есть такого же уровня у Nikon была камера, у Minolta такая же камера, еще более редкая, поэтому для тех, кто интересуется пленочной фотографией, сможет найти, как это все работает, как снимает и за что люди платят деньги такие, да. Вот ты вторым снято, да, можно посмотреть. Понятно, что, как там, как говорит Олег, фотодрочь может написать комментарий, что там разрешения не хватает, еще, ну, разрешение я ни у кого не спрашиваю, и не думаю, что автору будет интересно спрашивать чье-то разрешение, чтобы об этом говорить. Для обладания знанием требуется опыт, как минимум, или какая-то культура. Если ее нет, тогда, конечно, извиняйте. Тогда переходите на каналы Фотодрочь. Там это есть. Таких каналов большинство. Ну, а для тех, кто эксперименты предпочитает, тот, конечно, ищет. Ну, давайте Велту посмотрим. Я про нее рассказывал. Дрезден. Начало века 20-го. Ну, мои не будем смотреть. Давайте посмотрим работы, которые сделаны Велтой. Ну, вот, например, вот эта камера, она тоже на вторичке. Ну, меньше, по-моему, 1500-2000 долларов в хорошем состоянии я не видел. Найти сложно, выпустил на них маленькое было количество, перфекта. Двухобъективная со складной системой, плюс это шахтная камера, но складная. Абсолютно уникальная штуковина, крайне редкая. Ну и результаты, конечно, если, например, посмотреть перфекту фото. Ну, давайте забьем перфекту. Перфекта.
Забил, наверное, неправильно. Ну, если полностью не знаете, как, забейте вот так. Видите, по-моему, что-то я забил не то. С перфекта есть фотографии, я находил во фликере. Просто если где-то не прописано это слово, то можно, в принципе, не найти. Но что-то можно интересное посмотреть. Заодно, ну, он Вилтур, который я хотел купить, о котором я рассказывал. 6 на 6 камера с... Здесь Тенкель Кассар. У меня этот объектив я использовал такой. Он у меня стоит на другой велте. На регуле стоит. 37 год, это, соответственно, до просветления, до просветления на Ектаре снят. Понятно, что фликер, ну, зерно видно хорошо, да. Все равно можно понять, какой уровень. Самое интересное, конечно, когда смотришь с этих камер цветные фотографии на серьезном слайде. После этого начинается такое состояние, когда вы хотите все цифровые камеры сложить в коробку и отнести на помойку. Потому что настолько круто снимает цвет эти камеры, настолько оптика была высокого уровня, несмотря на всякие искажения, но настолько она передавала живость картинки, что, ну, это запредельно. Вот Вилтуром, кстати, тоже снято 645. 6 на 4,5 кадр. Тесар, ну, это резкий объектив, я его не очень люблю. Мне больше нравятся другие объективы. Типа триплета круга или другие аналоги что-то. Сейчас мы, в принципе, сразу найдем, если интересно. Что-нибудь. Вилтур, да, я упустил. Вилтур продавал в Питере, точнее продает человек, но он убитый, там не рабочий ничего. Конечно, Вилтуру надо бы купить, если появится. Так, ну вот Вилтуром тоже снято. Ну вот что вы скажете, да, ребят? Что вы скажете, друзья? Даже в таком варианте посмотреть, я думаю, что понимание приходит достаточно быстро, что камеры Fuji 6, сколько там, 43 на 36, да, там средний формат так называемый. Ну, это далеко от того, что может показать там в полутонах тот же самый Вилтур. Причем этот скан, я думаю, что такой не очень дорогой. На 8000-м Никоне, да. Это не то, конечно. Надо искать барабанники. Есть, на барабанах есть фотографии, вы можете посмотреть. Ну вот Велта. Давайте посмотрим. В объем еще DrumScan. DrumScan. Это барабанный сканер. Ну, давайте просто DrumScan. Чтобы вы понимали, что такое DrumScan. О, не то. Барабаны вышли. Нет, тут надо, конечно, тогда надо знать конкретные модели барабанников. Так, давайте сделаем еще один эксперимент. Например, в объем что-то еще более экзотичное. Например, так, ксенон. Ксенон. 2,8. 2,0. О котором я рассказывал. Это объектив, который заменил всю стрит-фотографию. Собственно говоря, после него стрит-фотография и появилась, можно сказать. Ну вот на ретине снято. Ксеноном. 35-миллиметровая ретина. Надо, конечно, найти все-таки... Давайте я вобью сюда все-таки велту, потому что самое лучшее.
Это была Велта. Велта с ксеноном. Ну или у кого были и есть деньги большие, может найти и ролифлексы с ксеноном. Это редкая штука. О, цвет есть. Ну вот, Schneider Xenon 1.2, 5-сантиметров, Велтини 2, который я смотрел, ездил камеру. Но, к сожалению, качество ее состояния было ужасающее. Велтини одна из самых дорогих камер, одна из первых 30-миллиметровых с ксеноном. Дорогущая камера, стоила дороже в 2 раза, чем вот этот средний формат, тот же самый. Ну а за счет объектива светосильного люди снимают до сих пор такие. Если такая камера вам подвернется, покупайте, потому что их все меньше и меньше становится. Ну вот одна из самых известных фотографий, кстати, сделана на Xenon. Тоже этот автор. Ну, это не слайд. Надо, конечно, слайд найти. Может, кто-то сделал со слайда. Вот эти камеры. Ретина. Еще одна ретина. А вот это Велта. Вот Велта Велтини первая, где полностью объектив входит весь, не передняя линза, как в этих современных учебных камерах, как я их называю. Дальше идет ретина вторая, где уже линза крутится, насколько я помню. Или ошибаюсь. Нет, здесь, по-моему, тоже полностью. И ретина 2C. Ну, судя по тому, что рычаг есть, это полностью тоже входит. Представляете, да, люди делали 30-миллиметровые камеры, где объектив полностью двигался. Так же, как в самых лучших камерах форматных. Это было совсем недавно, друзья. Это было 50-70 лет назад. Сейчас мы имеем такую систему у кого? Подскажите. У Phase One есть такая? Да, есть. Сколько стоит Phase One? 40 тысяч баксов. Так. Изучайте матчасть, как говорю. Ищите и найдете свой инструмент. Так. Все, что ли? А, ну здесь ксенон, видите, мало очень. Хотя ксенон был и 2.8, насколько я помню, тоже. Заодно вот вам образец, что во фликере мало работы, все нормально. Может, вы добавите что-то. И у меня тоже, кстати, я добавлял какие-то вещи, я думаю, что кроме меня там мало что есть. Вот, например, ретина та же самая. Регула IP. Первая. Будет тут моя фотография. Ну да, есть тут она. И есть еще. Вот это все мои. Это уже с Кинга с эмблемой. У меня Кинг вот здесь написано сверху. Был это моя камера, кстати. Все мои работы. Есть хоть чужие, хоть одна. Есть. Тоже мои. Ну вот есть какая-то. 68-го года сделано. Плоховато снято. Плоховато. У меня повеселее получилось. Ну вот это, например. Вот вам Кассар, пожалуйста. 50-го года. Пока у меня грузится компьютер, друзья, те, кто будет смотреть, я вижу, что у меня достаточно много просмотров с других стран. И те, кто находится в русскоязычном поле, друзья, призываю вас подписаться на канал для развития канала. Потому что без подписчиков и без комментариев
развитие канала невозможно. Для того, чтобы преодолеть планку 100 подписчиков, мне потребовалось, по-моему, 2 года или 3. Следующая планка это было, вот будет 500, да, и потом 1000. Каждая планка дает развитие канала и ранжирование ну, как бы в самом YouTube и дает другие возможности. Не то, что там, если у меня будет 1000 подписчиков, я там начну грести лопатой. Грести лопатой можно, если вы там миллионник. То есть даже на 100 тысячах ничего этого не происходит. Но в нашей узкой нише фотографии, в российской, 100 тысяч это очень много, потому что это другой совершенно планка. Если в европейской, в американской там 500 тысяч это реальность, миллион для фотографа это тоже реальность, то у нас это исключение. Наш рынок примерно в 100 раз меньше, если так грубо говоря. Поэтому мы должны понимать, что если есть каналы фотографические, а я таких людей знаю и смотрю, у которых там до 10 тысяч чувствуют себя вольготно в России. Я призываю вас подписаться на канал для того, чтобы канал был развиваться. Но опять-таки, делайте это осознанно, потому что если вы не будете смотреть, смысла подписываться никакого нет. То есть времена, когда просто подписались там ради галочки, они прошли. Поэтому, если вам интересна тема, если вы хотите, если эта тема вообще вам интересна, да, фотографии, путешествия с камерой, ну, тогда при отсутствии возможности поддержку канала прямым, поддержку, поставьте лайк, напишите комментарий. Я благодарен особенно тем людям, которые поддерживают, пишут комментарии практически на любое видео. И мне всегда очень приятно, и это стимулирует к записи какого-то ролика, потому что это занимает много времени, много сил, много средств на это потрачено. Уже там сотни тысяч ушли давно, уже миллион, наверное, перевалило. Сколько техники, сколько для того, чтобы это делать все. Но при этом это не приносит никаких доходов, даже для тех людей, которых там 10, 15, 20 тысяч, это никаких доходов не приносит. Потому что русскоязычное сообщество сейчас отключено от прямой монетизации. Косвенная монетизация возможна, если вы там какие-то партнерки делаете, еще что-то. Но это тоже не то. А моя все-таки цель была, когда я решил кардинально поменять свою жизнь в 2017 году и работать именно на YouTube, работать именно на результат и добиваться чего-то, да, в этой связи. Я четко решил. Поэтому, несмотря на то, что все уже сдались, мое окружение близкое, единицы остались людей, которые верят, что это возможно в России. Поэтому, но я в это непременно верю, что это сообщество все равно вырастет. И вне зависимости от того, где я буду находиться, я этим буду заниматься. Скучно, наверное, да, друзья? Фавионыч заснул уже там почти. Но ничего, все будет хорошо. Я надеюсь, что все получится, все будет здорово. Планы, конечно, есть. У нас сейчас начинается самая, наверное, интересная пора для пейзажной фотографии, потому что небо очень красивое. И уже грибочки пойдут, кто макро занимается грибочками, ягодками. Сейчас эта тема такая животрепещущая. Макрофотография, микрофотография. Так что вот, друзья. Ну, а если вы подпишетесь при просмотре живого эфира, то вот здесь вот такие красивые штучки загорятся. Я там настроил, как смог пока OBS. Но OBS, конечно, да, такая программа. Специфичная весьма. Непременно отвечу на ваши комментарии, обязательно отвечу на корректные комментарии. И, конечно, учитываю ваши пожелания при съемке каких-то экзотических новостей, которые появляются, тоже мы это все изучим. Про старые камеры тоже, конечно, продолжим говорить, но сейчас людей многих интересует возможности мобильной фотографии. Я об этом говорил уже неоднократно, что эта тема будет развиваться динамично, еще более динамично. Потому что вы видите, какое количество вышек вокруг строится, как увеличивается мощность смартфонов. Она уже превысила многие компьютеры, там, десятилетние, кратно, да. И уже реально профессионалы снимают на айфоны не только свадьбы, но и какие-то ролики делают профессиональные. Поэтому при выборе инструмент, соответственно, это ваше продолжение руки, но это все равно это продолжение только вашей руки. Поэтому если вы в руках держите инструмент,
но не умеете ими пользоваться, толку от этого инструмента немного, так скажем. Поэтому я призываю вас, конечно, изучать инструменты любые, пользоваться инструкциями, да. Но если не получается, тогда обращайтесь в YouTube, ищите в этом сообществе людей, которые знают в этом вопросе или чего-то сами добиваются, изучают, да. Поэтому хайп, конечно, всегда присутствует в таких случаях, потому что кто-то больше знает, кто-то нет, кто-то со своей колокольни, так же, как и я, знаете, когда люди пишут по теме музыкальных систем или звуковых систем какие-то, не то что гадости, а я понимаю, что, ну, знаете, как вот взрослый человек, да, и ребенок, которому там 2 года, и он там, ребенок что-то будет рассказывать, и взрослый человек смотрит, ну, он может, конечно, воспринимать его, как бы, но с другой стороны, он же не будет его там бить, сказать, что ты дурак, ничего не знаешь, ты не понимаешь, как устроен атом, и там что. Ну, так же и здесь, если вы имеете большой опыт, и вы понимаете, вы видите сразу человека и уровень его компетенции, можно так сказать, да, ну, английские все слова попадаются, да, то вам просто на одной уровне стадии вам как бы вы будете спорить, как бы с пеной у рта что-то доказывать, но когда вы проходите большой жизненный опыт, спорить бесполезно, вам будет интересно научить его чего-то, да, или хотя бы научить прямым как бы каким-то знаниям. Это не мой всегда метод был. Вне зависимости от того, были у меня там в подчинении там 60 человек или меньше, я всегда старался сделать какой-то шаг, как-то сдвинуть восприятие человека, чтобы он сам искал ответы. Потому что заставить вы никого не сможете объяснять, что там с пены у рта, что Фавион лучше всех, все остальное говно. Или там BMW лучшие машины, там, я не знаю, там, какие примеры привести, там, юнанский чай самый вкусный, там не знаю, что еще, сицилийские помидоры самые сладкие, не знаю, там большой 80-дюймовый дуроскоп самый лучший, или там еще что-нибудь по списку, да, то есть, ну, вы не будете это делать, потому что вы понимаете, что этому человеку это интересная тема, да, но он хочет в нем продвигаться, а этот человек не интересуется этой темой, он просто хочет свои комплексы спрятать за что? За свое незнание. Ой, Хуёныч, я тебя закрыл. Сместим восприятие. Поэтому, и, конечно, иногда, конечно, эксперименты злые бывают, иногда эксперименты такие интересные. Но в любом случае это эксперименты. Они превращаются потом в науку, исследования, как назовите, как хотите. Просто это жизнь, это, можно сказать, игра. В любом случае это игра. Просто игрушки разные, как говорится. Ну, если кто-то до этого момента дошел или перемотал, я вас призываю искать ответы самим. Благо сейчас для этого есть источники, которых раньше не было. Представьте себе, что 30 лет назад для того, чтобы написать диплом по системам подобия в аудиоиндустрии, да, что вам требовалось? Ну, были доступны библиотеки, в которые я ходил, да, где можно было почитать там 18 век книжки, да, там на немецком языке, кто знает, а кто не знает, переводы искать, плохие в основном, да. Исходник, соответственно, я не мог прочитать. Во-вторых, только появился интернет, 95-й год, представьте, да. То есть это было на уровне, ну, можете зайти в интернете, посмотреть, что было в интернете в 95-м году, как выглядел интернет. Ни о каких фотографиях, видео тогда не было речи. Не, фотографии можно было сканером сделать, я в принципе и делал. Ручной сканер, я сканировал как бы вот такие огромные книги для того, чтобы показать в дипломе механизм физически восприятия уха человека и внутренних органов, да, связанных со слухом. Но дальше вся информация, она лежала в плоскости книг. Или в том, что вы прочитали, или те журналы специализированные, научные, да, которые уже канули, они все перешли в интернет. Но уже тогда появился интернет. И когда я зашел на сайты английских производителей, немецких, когда начал переводить, там, искать что-то, ну, представьте, переводить, это не так, что сейчас тыкнул, у тебя автоматом перевелось, это все вручную. Сколько это времени ушло. Потом это все написалось, на 300 листов, по-моему, у меня диплом был. Поэтому, и возможно, ну, даже тогда я коснулся той информации, которая уже как бы была частью глобальной. Прошло там ни много ни мало 10 лет, да, интернет вырос до размеров, уже не было еще соцсетей, но уже были видео, уже были фото, там, YouTube в каком, в 11-м появился, в 7-м, в 11-м,
Глобально, по-моему, в 11 начал. У меня в 11 регистрация в YouTube. И, кстати, может быть, из-за этого канал не так быстро растет, потому что регистрация этого аккаунта с 2011 года, а канал на самом деле записывался. Первое видео в 17-м, ну, потом промежуток, и потом 19-й начало уже. Поэтому, ну, представьте себе сейчас. Просто мы сидим и в какую-то штуку говорим в реальном времени. Со скоростью света все это происходит. То есть вот какие источники. Дальше что может быть? Какие источники дальше могут быть получения информации? Понятно, что рано или поздно все к стримам придет, к этим комнатам, да, то, в котором, если вы побываете в таких комнатах метаверсе, да, вы понимаете, что это такое. То есть, ну, пробыв 2 месяца в, как он называется-то, подскажите, у меня даже несколько видео про это было, про Clubhouse, да, это все, это вот туда заходишь, бах, там 6 часов нету. Это только аудио, друзья. Поскольку я аудио занимаюсь, и я как бы хорошо, но время там просто, оно просто сжимается. То есть ты раз и весь день прошел, ты там просидел. Поэтому бабушки, которые возмущались, там, отряды Путина, помните, там, закройте этот Клабхаус. В чем-то есть правда в жизни, потому что в метаверсе еще проще. Вы зашли в комнату, там что-то общаетесь, там люди заходят, что-то спрашивают вас, вы что-то показываете, бах, там, день прошел. То есть это реальная жизнь. Это реальная жизнь уже в метаверсе. Поэтому эта вещь такая, она затягивает. С другой стороны, там, если вы наладите эту всю систему, чтобы она работала, чтобы у вас были боты, помощники, все остальное так же, как в Ютубе, да. Что там, ну, представьте миллионника, которым пишут там 1500-2000 тысячи комментариев. Или, например, на премьере веба, да, телескопа, сидело 80 тысяч человек, и все они писали. Знаете, как лента выглядела? Ну, видели когда-нибудь ленту с подписчиком несколько миллионов стрим? Напишите в комментариях, видели? То есть лента идет с такой скоростью, что вы когда пишете комментарий, лента вся проходит. Вы его отправляете, и ваш комментарий за полсекунды, даже меньше, просто вот он только показывается, и вы даже глазом не успеваете его, вам нужно стрелка останавливать, чтобы прочитать. Как вы себе представляете такой поток информации? А представьте, что этот поток идет непрерывно, постоянно в интернете, и это просто нереальное количество не то что мегабайт, а даже просто видео, которое загружается. Поэтому, когда мы открываем рейтинги, да, тоже Social Blade, мы видим, что мое видео в рейтинге стоит там на 3 миллиона 700. Это 3 миллиона 700 человек имеет каналы. И я нахожусь вот в этом рейтинге. И топовые русские блогеры, вот, например, где они находятся? Они даже не в тысячах находятся, я вас уверяю. Поэтому можно сказать, что здесь, с одной стороны, этот рынок очень сильно расширяется, информации количество увеличивается, но вы должны понять, что полезной информации, именно которую вы ищете, уже становится проблема найти. Потому что если вы пойдете в большую библиотеку и попытаетесь что-то, кстати, звук-то идет? Ну, вроде есть. Вот, если вы пойдете в библиотеку и вы не знаете, что там, ну, просто хочу почитать, то вы поймете, что в этой библиотеке, так же как в Питере, в Эрмитаже, вам жизни не хватит, чтобы обойти все залы. Там несколько миллионов экспонатов и несколько сотен тысяч квадратных метров, насколько я помню. И я там, например, там в нескольких залах был, но я думаю, что я там даже 10% не видел, то, что там есть. Что же говорить про интернет, про какие-то знания. Понятно, что получается, что вам нужно сузить при поиске ваши вопросы сузить, да. Но это является и обратной стороной медали, и там both side of story, как Фил Коллинз говорит. Сужая как бы вот это ваше зрение, ваше, пофилософствуем немножко, ваш луч, да, зрения, в любой отрасли, вы получаете, что вы вроде как бы становитесь более профессиональным, более узконаправленным. Как там читал книжку человека, который главный менеджер, по-моему, сейчас рекламы давно уже, он тогда молодой еще написал книжку по поводу будущих профессий, 100 тысяч новых. Я тоже такой, нифига себе, столько много. Это как раз связано с тем, что узкая специализация. Там. Надеватель носков там, правой ноги там, такого-то штата. Вот такая профессия. Да? Ну, к примеру я скажу. И все приходит к тому, что вы сужаете. Соответственно, вы сужаете не только поисковую систему, но вы сужаете ваши возможности. То есть вы уже не являетесь специалистом, там, не знаете все про инструменты музыкальные. Вы только специализируетесь на то, что делает Жиза Гварнери. Все.
Больше вы ничего не знаете, вы знаете все сорта лаки, где он там деревья рубил, там, что из чего он там делал, какой состав грунта использовал, там несколько тысяч он этих инструментов сделал всего, там, они там по миллиону, там десятки миллионов долларов продаются, да. Но вы об этом все знаете. Но дальше, если вас спросят, а что насчет барабанов там африканских больших или японских, он вообще ничего не знает, абсолютно. Поэтому вы сами всегда выбираете. Если вы лезете в узкую нишу, а YouTube это, с одной стороны, возможности огромного количества узких ниш, ну, Фавион, да, мне тут написали в комментариях, я благодарен, конечно, за комментарий, что вот, у тебя такая золотая нить, золотая ниша, никого нет, типа Фавион, все дела. Все это, конечно, прекрасно, замечательно. Я привел в пример блогера из Питера, который профессионально снимает топового уровня ролики про автомобили. Он живет в Питере. Он тут записал ролик с дроном и с Дукати мотоциклом. Это космический уровень. Его даже разбирал Курочкин, другие блогеры, что это невозможно даже на супердорогом оборудовании за десятки тысяч долларов снять такой ролик на скорости, чтобы шины было видно все. Из багажника снимал чел. Знаете, сколько у него? 99 подписчиков у человека, друзья. Вы понимаете, что это такое? Я знаю блогеров, ну как бы людей, которые зашли на YouTube, ну сейчас там или год назад, которые топовый уровень, да, знаний. Но у них никого нет подписчиков, потому что это узкая ниша. И почему это происходит? Потому что когда я заходил в 17-м, еще было не поздно, надо было сразу развиваться, у меня были там просмотры, но я как бы забил. То есть я не знал, что делать, что выкладывать, что интересно людям. Ну, соответственно, вот эти 2 года они... Плюс вход уже закрыли, в 18-м, по-моему, закрыли вход, да, монетизация. А монетизация это не просто деньги. Это не деньги вообще. Это просто граница, отрубающая возможности подъема вашего канала. Если вы имеете 1000 подписчиков, вас показывают в рекомендациях, и ваш канал дают дышать совершенно на другую аудиторию. Если вы на плинтусе не живете, вот я знаю каналы и вот смотрю тоже иногда людей, они в принципе правильно все говорят и даже строят, так же как и я, монтаж сложный делают, но у них там 30 подписчиков. Проходит год, 2, 3, 4, 5, 6, ну представляете, да? Ничего не происходит. Они лежат на плинтусе, потому что они лежат в десятках миллионов каналов, которые, он не собирается поднимать их даже. И если, дай бог им чудо произойдет, какое-то вирусное видео, они там выстрелят и наберут несколько там десятков или сотен человек, то канал начнет развиваться, если они подхватят. Есть другие примеры, я рассказывал, что человек приехал там в Америку, начал записывать новую жизнь, у него там бах, там за неделю 10-20 тысяч подписчиков. Я смотрю на динамику, такого не бывает. И потом раз человек на месяц уходит, забивает. То есть он в принципе крест поставил. Сейчас он начинает по новой все это делать, но время упущено, плюс он записывает видео со сдвигом 3 недели. Не надо писать дату, да. YouTube определяет, когда снято, время, все. Все это модерируется, все это учитывается. Поэтому в результате динамика канала, которая была абсолютно космической, он бы там за полгода 1 000 000 набрал подписчиков. Легко. Абсолютно легко. Он ушел, и он как обычный канал развивается. Поэтому, но ему никто не объяснил. Ему писали там, но он не послушал так же, как Фавионыч, когда ему говорили, в каком году YouTube появился, напомните. Мне говорили, а что ты канал свой не сделаешь? Там, а что я там буду делать в этом канале? Я сам смотрю, что там, рассказывать что-то буду. Хотя знания были, они есть. Но я не понимал, что кому это знания нужны. Потому что нет осмысления, что людям интересно. Вот о чем речь. Поэтому, если вы считаете, что узкая специализация дает возможность людям что-то интересно, могу такой пример привести, да, людей, которые там занимаются там серьезным хай-эндом, да, то есть это 2% людей, которые вообще интересуются стерео, из этих 2% еще 1%, который это действительно болеет этим, из этих 1% еще 1%, который в этом разбирается, и из них еще 1%, который с этим что-то может сделать реально настоящее, и еще высокого уровня. В результате мы получаем цепочку там с 6 нулями порядков, то есть в 1 000 000 раз меньше людей таких, да, и оставляется. В результате этот рынок он весь прозрачный. Мы все друг друга знаем, и нас там в России, там, не знаю, человек 100, там 200, которых знают, да. И если копнуть весь мир, там несколько тысяч всего, 10 тысяч человек, из которых там никто практически YouTube-то не смотрит, там единицы. И в результате мы получаем аудиторию,
весом 10 тысяч, если все начнут смотреть YouTube, но никто не смотрит. В результате, ну что, и будет у нас 1000 человек по этой тематике. Предел совершенства. Борзенкова, посмотрите, у него там, помню, сколько, 10, 20, 30 тысяч. Он занимается этим всю жизнь. Он занимался ютубом с момента появления, насколько я помню, Hi-Fi, вот с Hi-Fi, да. И занимался еще, когда я не думал даже о ютубе. И что он добился? Там 30 тысяч, по-моему, человек, подписчиков. Ну это смешно. Хотя человека знает все. Его знают во всем мире, этого человека. Сергей Таранов, с которым я работал. Его тоже знают все производители во всем мире. Как специалиста. Он со мной учился в одном институте, ну, на другом курсе. А что в результате? Его где-то в сети знают что-то? Никто его не знает. И таких примеров миллион. Я знаю людей, которые, ну, многие ушли уже, некоторые еще живы, да, которые, ну, определили развитие в этой индустрии полностью. То есть они создали направление, которое дальше как бы прошло в науку и потом пошло уже массовое производство. А их никто не знает, друзья, кроме узких специалистов. Поэтому, когда мы говорим, что YouTube дает возможности, он дает возможности только тем, кто идет в массы. Как когда-то кто-то сказал, помните, если ты делаешь для избранных, ты никто. Если ты делаешь для миллионов, ты все. Вот и все. Поэтому, когда меня спрашивают по поводу узкой специализации по фавиону, еще что-то, ну, ничего это не дает абсолютно. Кроме какого-то насыщения своего собственного эго, ну, сколько оно продлится? Год, 2, 3, 4, 5. И все на этом закончится. Кушать хочется. Ну и плюс, даже если у вас кушать есть, если вы это снимаете не на последние деньги, да, или у вас там есть просто хобби такое, тогда да. Но если вы хотите превратить это в нечто большее, то что, поскольку это занимает много времени, да, я до сих пор встречаю людей, которые, а что такого? Причем и блогеры-то есть, их смотришь, там ни монтажа нет, ни оптимизации, вообще ничего нет. Снимаю, что вижу, вот такие. И люди реально смотрят их. Ну, что делаешь? Такая аудитория. Поэтому здесь подстраиваться под свою аудиторию, да, конечно, когда у вас есть уже аудитория, когда у вас есть уже определенный стиль, и вы уже ориентируетесь на свою аудиторию, да. Но у меня пока еще не выработалась своя аудитория, она только вырабатывается. Хотя вот пример мне понравился, интересно, 300 человек подписчиков я опять открыл, да. То есть это, грубо говоря, большой такой, ну, кинозальчик хороший, да. 1000 человек это уже такой большой концертный зал, можно сказать, да. 10 тысяч это уже, можно сказать, стадион. У нас тут строят СКК, снесли, где человек погиб, да, и сейчас там новый строят. Он будет, говорят, что это будет самый большой в мире. Но самое большое время это не самый лучший, да. Я был в местах, где звук гораздо лучше, чем в самых лучших вот этих зданиях современных. И там ничего нет, никаких крыш, ничего, а там звук лучше. Я записывал, кто смотрел мои видео, вы знаете, о чем речь. Это старые, древние сооружения, амфитеатры так называемые. Их называют римскими иногда, но я в этом не верю, что они римские. Там, конечно, все это... То, что это делали люди, которые очень серьезно разбираются в системах восприятия человека, я могу подтвердить. Потому что один из простых тестов, когда вы заходите в один из фокусов этих амфитеатров, их там несколько фокусов, то вы слышите каждого человека, если даже там несколько сотен ступенек, если люди просто сидят и разговаривают шепотом, то вы слышите каждого человека. С точки зрения науки, с точки зрения классической науки, акустики, которая преподавалась в конце 20 века, это объяснить невозможно никак. С точки зрения мироустройства, восприятия человека, это можно легко объяснить. Потому что тот уровень энергетики, тот уровень когерентности источников, он абсолютно запределен. Это достигается за счет понимания материалов, за счет понимания точной геометрии, точной математики. И без этого никакая наука существовать не может. Я полностью согласен, что математика одна из ключевых наук, которая дает ответы в науке, я имею в виду. Она, конечно, не поможет вам в системах восприятия и изучения внутреннего мира своего, но то, что в науке, она делает самое важное открытие. Поэтому квантовая физика, которая, в принципе, полностью построена на математических и домыслах и теориях, да, то есть она дает ответы на то, что мы видеть не можем, воспринимать не можем.
Поэтому, когда мы обсуждаем какие-то работы, фотографию там, или другие какие-то жанры, если у нас нет понятия математики, геометрии, которая еще выше математики, топология, по моему мнению, ну, соответственно, туда же приходится присовокупить астрономию. Поэтому это науки номер один. По какой причине эти науки убрали из школьной программы? Я астрономию учил ну еще, когда астрономии не было в моей школе, там 9-10 она проходилась, да, а я изучал там с 5 класса. Поэтому для меня все становится понятно, почему эти науки изымаются из образования. Потому что человек, который эти науки как минимум изучает, его никакими силами не сможешь сделать рабом своих желаний и пропаганды. Никаким образом не получится. Потому что у него есть то, чего у других людей, которые этим не обладают, изначально не существует. И его так называемые поля, о которых Савельев рассказывает, они не в десятки раз больше, а в сотни раз больше, чем у такого уже внешне похожего человека. Потому что он развивает. Поэтому, к счастью, есть ученые, которые об этом рассказывают, и на Ютубе в том числе. И можно получить эти знания, не имея каких-то специальных средств. Да? То есть нужно просто желание найти. К сожалению, поиск, конечно, становится проблемой. Но современные системы поиска, такие как в Ютубе, во Фликере, в других серьезных системах, они это могут. И они делают это успешнее, чем человек. Это нужно признать, и от этого никуда не уйти, потому что они уже научились распознавать все. И объекты, и цвета, и мимику, и все что угодно. Так что вот. Друзья, ну кто досмотрит до этого уровня, я думаю, что мы сегодня закончим, а то я тут уже подустал немножко. Я желаю вам хорошего дня, напишите комментарии, напишите, что вы думаете по поводу F1 или F3. Увидимся. С вами был Фувионыч. Не спи. Давайте пока. Закрываем.